и вы на канале Miss Little, и меня зовут Анастасия. Знаете, я тот самый человек, который все время говорит то, что нужно держать порядок в своей комнате, быть продуктивными, а моя комната выглядит вот так. Не буду врать, ребята, мне на самом деле очень-очень сложно держать свою комнату в порядке, особенно в последнее время, когда началась школа, съемки, танцы, тренировки, и это все нужно как-то комбинировать. У всех есть время в день, там по 10-20 минут, чтобы убраться в комнате, но иногда просто это не получается, и со временем весь этот беспорядок накапливается, и в итоге получается такая свалка. Но хочу сказать одну вещь, то что если у кого-то есть такие же проблемы, как у меня, а я уверена, то, что они есть у многих, то не думайте то, что это что-то серьезное. Серьезно, в этом нет ничего страшного, просто попытайтесь выработать себе привычку, то, что если вы что-то берете, кладите это на место. Знаю то, что это бывает очень-очень сложно иногда, но я в вас верю, я тоже буду пытаться вырабатывать такую привычку, но пока нужно что-то с этим делать, так что давайте убираться. Время 6 часов вечера. Ваши ставки, во сколько мы сегодня закончим. Я очень надеюсь, что это займет не больше 3 часов, так что давайте уже поскорее приступать и убираться. Ну и да, начну я с разбора своих вещей, разберу грязные, чистые, все положу по полочкам, повешу. В общем, сначала мы с вами занимаемся моим гардеробом, потому что это примерно 30% моего беспорядка в комнате, а это достаточно много. Я разобрала свои вещи, разделила их. Вот здесь вот в куче вещи, которые я не ношу, их нужно убрать, либо же куда-то отвезти. Но, в общем, мне они уже не нужны. Это у меня грязное, то, что нужно отнести в стирку, но все остальное я уже развесила, убрала по полочкам и как бы разобрала. Вещи разобрали, в стирку отнесли, и перехожу к следующей своей части. Это убрать то, что на поверхности, и в принципе то, что как бы валяется, мешает порядку, выкинуть мусор, положить все по своим местам. У меня, в принципе, осталось еще 50%, так что мне кажется, то, что я быстро здесь справлюсь. Тут просто нужно все по полочкам разложить, все будет супер. Да. Продолжаем уборку. Знаете, прям очень большой минус житья в Таиланде. Если я что-то не убираю несколько дней, то у меня сразу же начинают приходить муравьи. И это просто ужасно. Так что мой совет, ребята, не оставляйте ничего съедобного у себя на столе и, в принципе, в своей комнате. Кстати, для тех, кто просто смотрит это видео и не собираются там убираться, делать какую-то генеральную уборку, просто вам советую прямо сейчас встать и убрать бутылки из своей комнаты, потому что я уверена, что у каждого стоит куча бутылок, какая-то посуда, ложки, стаканы. Возьмите это и просто отнесите на кухню, потому что, поверьте, от этих вещей есть запах, и когда это все... Чтобы вы понимали, ребята, уже на дворе июня.
Лето, у меня закончилась школа 3 месяца назад уже почти, а я до сих пор не выкинула свои старые книжки. Серьезно, я не знаю почему, но они у меня просто здесь лежат, и я их почему-то не выкидываю. Да, конечно, есть какие-то книжки, которые я хочу себе оставить, потому что там есть важная информация. Я обычно их всегда выкидывала буквально на 2-3 день каникул, а тут они у меня прилежали все каникулы дома, и мне кажется, то, что пора от них уже избавиться. Кстати, я решила то, что оставлю, например, свои английские книжки с прошлой школы. Вот, например, вот этой мы вообще не пользовались. Грамматикой очень редко пользовались. Решила также английский из 9 класса оставить, потому что у нас такие же фаи, и как бы в следующем году они мне понадобятся. Так что оставлю, если что, и историю, да. Так как в этой школе у меня всего 2 английских предмета, да, по 1 предмету в день английскому, но тем не менее книжек у нас английских очень-очень мало, так что решила оставить. Да, вдруг понадобится, кто знает. Туалетный столик. Серьезно, который раз я к нему подхожу, и он у меня всегда грязный. То здесь просто какой-то мусор, то макияж валяется, и... Что это? Why? Why is this happening? Итак, я у себя в ванной комнате раз в 2-3 месяца, потому что косметика, она вся накапливается в этих кисточках, и потом появляются бактерии, нечистый макияж, больше прыщей. В общем, если у вас что-то на лице, прыщи часто появляются, и как бы у вас их обычно нету, то, скорее всего, это из-за того, что у вас грязные кисточки. Так что советую прямо сейчас их сходить помыть. Ну что, ребята, в принципе, вот и все. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, то, что оно вас замотивировало на уборку, потому что я серьезно получила кучу сил от всего этого, кучу энергии. Я просто смотрю на эту чистую комнату и хочу ее видеть каждый день, так что буду стараться держать этот порядок, все убирать на место и да. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, также напишите в комментариях, какое еще бы вы хотели мотивирующее видео на канале, может быть, какие-то советы, что-то связанное с продуктивностью, вообще напишите. И да, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Ну а вас целую, до скорой встречи и всем.